Здравствуйте! В данной видеоинструкции рассмотрим процесс работы с бесплатной версией UDS Game. Для того, чтобы перейти в личный кабинет, необходимо перейти на официальный сайт UDS Game по адресу udsgame.com и нажать кнопку «Личный кабинет». В появившемся окне необходимо будет ввести логин и пароль, который вы вводили при регистрации аккаунта. Для появления компании в списке в мобильном приложении необходимо заполнить информацию о компании и пройти модерацию. Информацию, которую необходимо заполнить, прежде чем компанию отправить на модерацию, можно посмотреть в таком диалоговом окне. Здесь необходимо в основном заполнить основную информацию о компании. Основная информация о компании заполняется в пункте меню «Моя компания». Переходим к первому пункту меню. Информация. Здесь необходимо заполнить наименование компании, аннотацию. Аннотация – это краткое описание деятельности компании. Например, ресторан японской кухни. Описание компании. Необходимо выбрать валюту. Можно ввести его в поле и выбрать из списка. И необходимо выбрать категорию. Максимум можно выбрать 3 категории. При этом можно выбрать из разных разделов. И загрузить логотип компании. С помощью такого окошка можно указать область отображаемого логотипа. Нажимаем кнопку «Сохранить». Как мы видим, первый пункт мы заполнили. Переходим ко второму пункту. Здесь необходимо указать адрес компании. Подходящий вариант при вводе адреса можно выбрать из списка. Также можно указать уточнение адреса и ввести номер телефона. Необходимо в международном формате. После этого нажать кнопку «Добавить». Адрес сохранился. Если же при вводе адреса в поле не находится подходящий адрес, можно всегда нажать кнопку «Не нашли нужный адрес», здесь ввести адрес и в дальнейшем точку на карте указать на вашу компанию. Переходим к третьему пункту меню «Добавить фотографии». Также выбираем область «Отображаемые фотографии». Фотография сохраняется автоматически. Добавляем кассиров. Кассиры нам необходимо в дальнейшем для того, чтобы проводить транзакции по UDS Game, для того, чтобы начислять либо списывать баллы с клиентов. Указываем email кассира. Не обязательно указывать настоящий email. Данный email будет использоваться в качестве логина для входа в приложение UDS Game Кассир. То есть можно указать просто несуществующий email. И пароль. Нажимаем кнопку «Сохранить». Так, нам осталось заполнить бонусную программу. Переходим в пункт меню «Настройки», «Бонусная программа». Здесь указываем процент скидки либо кэшбэка, который будет предоставляться клиентам, которые будут использовать UDS Game. Здесь же выбирается режим данной скидки, то есть может быть применена скидка фактическая, например, клиент пришел, у него сумма счета составила 1000 рублей, к его заказу будет применена скидка 15%, то есть скидка составит 150 рублей. Либо же выбрать режим начисления кэшбэка означает то, что клиент получит бонусные баллы в размере 15%, как мы здесь указали,
на свой счет на следующую покупку. Что мы в принципе рекомендуем выбирать. То есть бонусные системы, именно начисление кэшбэков, они являются модель данная является более успешной и более используемой. Другие настройки бонусной программы нам недоступны по той причине, что мы используем бесплатную версию UDS Game. И все остальные пункты меню нам будут доступны при приобретении продукта. Другие пункты меню также нам недоступны, так как мы используем бесплатную версию UDS Game. Для того, чтобы перейти на полноценную версию, можно нажать на любой пункт меню, который будет недоступен, нажать кнопку «Узнать подробнее» и здесь выбрать тариф для приобретения. Мы заполнили все основные поля и теперь можем отправить компанию на модерацию. Нажимаем кнопку «Отправить на модерацию». Модерация будет пройдена в течение 24 часов. В течение данного времени компания появится в списке в мобильном приложении. Пройдя модерацию, можем произвести первые транзакции, то есть первые начисления, а также списание баллов у клиентов. Для этого необходимо воспользоваться приложением кассира, которое можно скачать на мобильный телефон, Play Market либо App Store, либо же воспользоваться веб-версией приложения кассира, так называемой компьютерной версии, которую можно открыть с помощью браузера на компьютере. Для этого необходимо перейти на сайт c.udsgame.com. Данной версией мы и воспользуемся. Для того, чтобы авторизоваться в мобильном приложении кассира, необходимо воспользоваться логином и паролем, который мы вводили при создании кассира. В качестве логина используется его email и вводим пароль. Проведем первые транзакции. Для этого откроем мобильное приложение клиента. Перейдем в пункт меню «Скидка». И вот этот шестизначный код необходимо вводить в приложение кассира. 160 155. Вводим сумму к оплате. Мы выбрали режим кэшбэка, а это означает, после данной оплаты клиенту будут начислены баллы, которые он в дальнейшем может воспользоваться при следующей оплате. Нажимаем кнопку «Готово». Операция успешно проведена. Клиент может посмотреть историю операций своих в боковом пункте меню, пункте «История». Как мы видим, клиенту за данную оплату начислено 150 баллов по условиям нашего маркетинга, то есть 15% от счета. Посмотрим процесс списания данных баллов. Для этого также необходимо сгенерировать шестизначный код. Его можно также сгенерировать с окна компании, нажав на карточку 120 717. Здесь также вводим сумму к оплате. И мы видим, что у клиента есть 150 баллов, которые он может списать. Спишем все баллы. 150. Итого клиент должен будет заплатить 850 рублей. Нажимаем кнопку «Готово». От оставшейся суммы в деньгах также будут клиенту начислен кэшбэк. То есть от 850 клиенту будут начислены баллы. В данном случае начислилось 127 баллов. Вот таким образом происходит начисление и списание баллов у клиента. Посмотрим же, что у нас изменилось в консоли UDS Game Admin. После проведения первой оплаты клиент попал в клиентскую базу. Мы здесь видим дату регистрации данного клиента, его уровень,
И также мы видим, сколько он потратил всего денег в компании и сколько ему на текущий момент составляет его баланс в баллах. Можем перейти в детальную информацию клиента и также посмотреть историю его покупок и историю его вознаграждений. Здесь можно начислить баллы, но данный функционал доступен только при полной лицензии UDS Game. Здесь также можно написать заметки клиента, но этот функционал также доступен только для полной версии. Переходим в окно операций. Здесь можно посмотреть все операции, которые прошли через UDS Game. Здесь мы видим, какой кассир его обслуживал, и также перечень операций. Наверху отображается общая статистика по данным операциям. Здесь можно воспользоваться фильтром для формирования выборок определенных операций. И также можно скачать все это в файл. Вот таким образом работает бесплатная версия UDS Game. Спасибо.